Пока все спят, надо собраться на работу, а именно загрузить пропитание. Несмотря на то, что сегодня день рождения нашего Завгара. Но неприкосновенный запас всегда должен быть. Арбузик, суп, у меня еще есть рыба, сыр. Жена мне сделала бутерброд с рыбой. Я так понимаю, колбасу кроме меня никто не ест. Поэтому приходится съедать. Дайтик, ты что, хочешь? Я всегда надеюсь, что ему дадут кусочек чего-нибудь. Не могу разочаровать парня. Очень любит сыр. Держи. Помидорки возьмем еще. Как я уже говорил, у нашего Завгара сегодня день рождения. Он, конечно, должен проставиться. Но мы решили подготовить ему тоже подарок и решили заказать шаверму. Продается неплохая шаверма. Сегодня я вам ее покажу. И, в общем, себя порадовать, и его тоже. Поэтому такие дела. Что-то тут дождичек какой-то накапал. Ничего себе. Или это роса. Обычно я всегда езжу по бесплатной дороге. Но сегодня что-то там, какая-то пробка. И показывает, что ехать не как обычно 45 минут, а час и 2 минуты. Ну, соответственно, где час и 2 минуты, там и час 20 может быть. Но чем позже я приеду на работу, тем больше я просто потеряю денег. Поэтому нет смысла экономить на платной дороге. Проще приехать пораньше и отработать эти деньги и заработать еще сверху. Поэтому я выбираю платную дорогу сегодня и поедем по ней. Вот так вот. Такая вот экономика. Прошло каких-то 40 минут, и я уже приехал на работу. Ну, уже буквально осталось 3 минутки. 7:40 прибытие, а по бесплатной дороге меня показывало аж 8 там с чем-то. Поэтому все я правильно сделал, сэкономил время. И это время сейчас пойдет у меня для зарабатывания баблишка. Видите, какой чувак на самокате проехал. Все, идем работать и готовимся к дню рождения Завгара. Ну все, я уже на работе. Так как мы живем во Флориде, нам необходимо защищать наши автомобили от воздействия солнечного света. И поэтому я каждый раз эту штучку ну, как сказать-то, покрываю, что ли, лобовое стекло, чтобы поверхности не выходили из строя, что ли, так сказать. Пойдемте работать, некогда сидеть. Сегодня у нашего Завгара день рождения. Завгар — это как бы зам генерального, что ли, как заведующий гаражом расшифровывается, но мы его зовем Завгар. У него, короче, сегодня день рождения, и мы решили от всего коллектива, так сказать, поздравить его и заказали ему шавуху. Ну, не только ему, а всем, чтобы покушать, отметить день рождения. Сейчас я еду забирать уже готовую шаверму. Ой-ой-ой, вот так ну и ну. Ай-яй-яй. Колесо спускает. Колесо спускает, это очень плохо. Это очень плохо. У меня есть, конечно, компрессор. И на работе есть компрессор. Короче, заказали ему шавуху. Сейчас я еду забирать. Надо еще в Пабликсе купить пепси-колу. Сейчас все это сделаем. Ну, колесо, конечно, пипец. Ну, пипец. Ну ладно, пока еще живет. В общем, ситуация. Забегает ко мне сейчас Завгар. Перед тем, как я выехал. Говорит, я надеюсь, ты ничего не заказал? Я говорю, ну заказал вообще-то. Блин, я заказал пиццу. Вы что, говорит, творите? Я говорю, ну, хотели тебе сделать сюрприз. Я говорю, ну, спасибо большое, но пицца тоже не отменяется. Поэтому мы будем есть и пиццу, и шавуху. Я регулярно кушаем в этой шавухе. Как регулярно заказываем периодически еду на работу. Это шаверма. Более-менее вкусная такая. Чуть-чуть напоминает российскую. Но, конечно, не сравнится с вокзальной, но сейчас похаваем.
Oh, you don't have a packet? You don't have packet? Packet. Do you don't have packet? Do you have packet? Packet. Bag. Yeah, plastic bag. Ah, okay. I understand. Okay. Yeah, it's fine. But that's enough. Yeah. Thank you so much. Thank you, bye. Thank you. Вот так вот набрал. Thank you. Thank you. Будет пирушка всем на зависть. Все, поехали в офис. Так, время 6:20. Я еду домой. Ехать мне целых 48 минут. 47 миль по бесплатной дороге. Колеса не накачал. Пока собрался накачивать, пришел, а там уже все ушли оттуда. Поэтому ладно, сейчас до дома доеду, накачаем как-нибудь. Давай, Василий, едь. Едут, пялятся в телефон. Ужас. Не люблю таких водителей. История с днем рождения сегодня такая у нашего Залгара. Я поехал, когда забирать эту шаверму. Мне позвонил наш бухгалтер и говорит, типа, колу не бери, пепси-колу. Тимур заказал пиццу, и типа, ну, Тимур это наш Залгар. И там же и кока-кола. Я говорю, ну окей, хорошо. Что вы думаете, приезжаю, захожу, она говорит, ты не привез случаем кока-колу-то? Я говорю, да нет, ты сказал, типа, не надо. Блин, говорит, а у Тимура отменили заказ. Uber Eats отменил заказ. И типа мы и без пиццы, и без колы. Я говорю, ну ладно, попьем водички, чая, ничего страшного, как бы, не беда. Ну да, все хорошо. Сели есть, пить. И тут бац, приезжает, короче, его заказ. Представляете, как удачно все вышло. В итоге поели и пиццы, и шавухи, и выпили колы. Довольные, доработали и поехали домой. Вот такая вот история, друзья. Так, у нас остался не сделанным одно дело. Надо накачать колесики на машине, потому что так ездить нельзя. Для чего мне удлинитель? Потому что компрессор не достает до передних колес. Мне их надо подкачать. Mazda стоит, все хорошо. Что-то никто не хочет ее покупать по какой-то причине. Так. Ставим компрессор. Такие клемпы очень удобные для того, чтобы не распутывать весь удлинитель. Так вот раз. Еще, я думаю, чуть-чуть. Все, хватит. Этот застегиваем. Включаем в розеточку. Может быть, надо завести машину.
Вполне такое может быть, что розетка не работает при незаведенном автомобиле. Так, придется разматывать. Не работает, падла. Придется идти за другим удлинителем. Ну-ка проверим, вообще работает. Все работает. Значит, дело в удлинителе. Ну что ж, сейчас заменим. Какое чудесное небо. Не так ли? А? Гулял. Не надо ее покрывать. Так, я надеюсь, что вот этот удлинитель будет работать. Так что заработал, надо завести машину все-таки. Вот, компрессор уже заработал. Успокойся. У нас должно быть 36 PSI. Сейчас по факту 31, что-то типа такого. Но колесо не спускает, просто из-за перепада температур какие-то проблемы, короче. Ну да, 31. Вообще все современные машины, когда их подкачивают колеса, должны издавать такой сигнал. Пип-пип. Все, в норме колесо. Но на это я такого не замечал. Тридцать 39. Почему я так спокойно качаю там до 39, например? Сейчас у меня есть еще манометр отдельно. Я проверю давление, выровняю, чтобы было все четенько. И тогда только можно будет ехать. Смотрите, какой чудесный у нас закат. Очень красивый. Такие облака. Самолетик там летит куда-то. И тут уже почти 40. 38. Этого достаточно. Идем на ту сторону. Конечно, удлинитель меня подвел, который столько лет служил нам верой и правдой на балконе, когда мы включали огонечки. Почему-то мы перестали это делать. Надо как-то дело возродить. Пока качается колесо, достанем манометр. Старый, добрый. Еще с трака у меня. И последнее колесо. Ну, не в последнюю очередь.
Компрессор пока убирать не буду. Проверю давление в колесах. 40, а надо, ну, 37. Нормально. Сейчас еще поедем, прокатимся, тут кружочек дадим, посмотрим, как система покажет, какое давление. Упаковка от Кока-Колы. Так, вставляем манометр здесь, компрессор убираем в багажник. О, дай-ка сюда, иди. Пока дед здесь, накачаем колеса ему. А? О, работает там, нормально, извините. Работает? Ну, он здесь что-то не втыкался в розетку. Ну, такая машина, тут есть розетка на 110. Так, 30 PSI должно быть максимально. У меня 36, у тебя 30. Кого? PSI. Давление. У меня в машине 36, у тебя 30 на велосипеде. Там 30, да? Ну да. Подкачивал? Деда не проведешь, дед старый боец. Так, ладно, убираем удлинитель и компрессор. Я думаю, что я удлинитель оставлю тоже в машине, потому что когда куплю себе 12-вольтовый этот, непонятно. Поэтому пусть пока удлинитель поездит со мной. Благо места хватает. Оба-на. Tire Pressure сразу определил типа 35, 35, 33. Но это не очень точные данные. Поэтому сейчас прокатимся. Кружочек тут дадим, чтобы колеса поиграли. И датчики показали нам правильный результат. «35, 35, 33». Ёлки-палки. Так. Так, ну похоже, что останется у нас такое давление. Сейчас мне опять разматывать все это совсем неохота. И я, наверное, завтра все-таки подкачаю. Поэтому я завтра, наверное, все-таки подкачаю на работе колесо. Может, все колеса. Ну, короче. Вот такие вот дела, ребятки. Сегодня, наверное, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Что вам показать, что вам рассказать, что вам донести, так сказать, в нашем блоге, на нашем канале. Все, всем спасибо, всем пока. Так, раз уж мы тут занялись уборкой, то выбросим в мусорку и эту тоже штуку. Здрасте. Обновляете? От мух и комаров, да? Прикольно. Здрасте. Так вот соседи решили заколотить сеткой весь балкон. Прикольно. На самом деле мухи и комары — это прям беда. Если только открываешь окно, они тут же чух. Даже стоит защитная сетка, но все равно не спасает. Вот такие дела, ребятки.